Всем салют! В этом видео мы поговорим о спектре. Это новый юнит у нас появился в игре. Несмотря на то, как он выглядит, как прорисованы, да, его навыки, это не юнит фракции падших, это юнит, который относится к фракции мертвых, да. Вот. Написано сначала было, что это будет юнит ближнего боя и с физатакой, но на самом деле он оказался юнитом ближнего боя с маг-атакой. Что, конечно, немножко в замешательство приводит, так как фракция мертвых, она вся основана на физиках, да, то есть там все юниты физ урона практически. И здесь нам дают маг урон, да. Опять же, он в навыках он привязан к костяному дракону, соответственно, нужно, чтобы на поле был. Тогда он получает урона меньше, да, и полученный урон он может перебросить на костяного дракона, да, который потом с помощью своего вампиризма может отличиться. И эта связка хорошо работает. И здесь вам нужно будет уже тогда определяться, кого прокачивать. Вернее, как прокачивать физ-атаку, маг-атаку. Вот. Такой вот момент нам разработчики внесли. Но опять же, если вы играете от кровавого мага, да, у вас основной герой кровавый маг, туда вы ставите драконов, то можно, конечно, перекачать, переделать на маг урон фракцию этих мертвых, да, потому что костяные драконы не так важно, какой у них там какая атака, так как это магический юнит, магический герой, и они все равно наносят минимальный урон. Хоть вы прокачаете их во фракции, хоть не будете прокачивать. А прокачав спектра, да, вы повысите ему урон. Такой момент, да, можно использовать, попробовать. Сейчас, я думаю, будет много вариантов использовать наши топы. Многие игроки, которые активно играют, все экспериментируют. Есть смысл подождать. Вот. Также он будет хорошо работать с последней машиной, с Скорпионом, да, у которой высокий шанс срабатывания атаки. Да, многие заметили, что если вы ставите фракции нежити, и ваши юниты ходят, атакуют, соответственно, машина тоже стреляет. Очень высокий шанс. Это очень большая помощь. И наносит очень много урона. Соответственно, спектр у нас тоже в фракции мертвых. При его атаке ваша машина будет стрелять. Ну, если у вас она прокачана, соответственно. Если нет, то есть смысл прокачать. Такой вот момент. Характеристики у него неплохие, да, не сильно отличается он от других юнитов ранга. Довольно-таки высокий показатель защиты. Физзащита в приоритете. Урон тоже не маленький, не защита, и атака, и урон высокие. Вот. Так что, здесь можно посмотреть. У нас есть бой, как всегда, да, как он в деле работает. Но на самом деле нужно, конечно, смотреть, как у игроков это все играет, да, то есть, потому что здесь, вот у нас тоже машина Скорпион стоит, ядовитый жрец она называется, я просто называю Скорпионом. Вот, соответственно, после каждой атаки наносит урон. Очень интересно. Прорисовка. Вот видите, опять машина стрельнула. Казалось бы, немного, но по 250 плюсом идет 3 атаки нанесли, 750 машина снесла. Еще снесла. Это ее основная атака, она наносит тогда другой урон, основной урон. Получается, машина 750 и 1250, 2000 урона снесла за один ход. Очень хорошая помощь. Вот. Опять же, юниты у нас делят урон. Здесь тяжело заметить в самом начале, но потом будет видно, когда костяной дракон будет получать урон от спектра. Спектр, вернее, будет делиться им полученным уроном. Здесь зайти, если посмотреть характеристики, конечно, у нас получается, где у нас так всего много, что одни и те самые жучки. Здесь, судя по всему, уже прокачано изначально 1500, да, у спектра урон выше, атака, вернее, выше, соответственно, наверное, перекачка в маг-атаку.
высокий показатель физзащиты, а маг-защита пониже. В общем, интересный юнит, но его нужно научиться готовить. Я думаю, если у вас есть возможность, то открывать стоит. Если же для вас это проблематично, ну, не знаю, стоит ли открыть его, обычно открытие юнита это $100. И если вы не планируете играть, да, через магов, перекачивать фракции, да, то есть, то не стоит в него вкладываться. Я, наверное, не буду брать его, потому что, ну, я играю от фракций темных, от физиков, да, то есть переходить на мага у меня, ну, Картус, там, Спартанец. Спартанец может играть, да, ему все равно он баланс, может и физиками, и магами играть, а Картус он от физиков исключительно. Как бы не знаю, есть ли смысл тратить столько денег, возможно, лучше потратить их в алхимию или в какие-то другие ивенты, которые сейчас идут, где можно получить сокровища, где можно получить другие бонусы. Тут уже каждый для себя решает. Но интересное, конечно, нововведение такое, которое заставляет именно задуматься, подумать над сборками, заставляет подумать над составами, да, над тем, как фракцию саму прокачивать. Ну, заставляет нас применять мозги. Ну, на этом вот все. Я думаю, разберетесь. Перечитывать вам навыки нет смысла. Как писали в комментариях, читать все умеют. На этом все. Всем спасибо.